Всем привет, друзья! Началось время пересадок. Весна и лето – самое лучшее время для лучшей адаптации орхидеи после пересадки. Перед вами орхидея, которая не держится в посадке. В любой момент она может упасть и повредить свои листья и корни. Чтобы этого не произошло, сейчас мы ее пересадим, чтобы она ровно стояла в горшке и не заваливалась. Для начала мне нужно извлечь орхидею из горшка. Я держу орхидейку за ствол и пытаюсь ее аккуратненько вытащить, нажимая на стенки горшочка. У орхидеи было немного корней в горшке и очень много воздушных, которые росли сверху горшка. Сейчас я уберу у орхидеи все плохие и гнилые корни. Тяжи я оставляю, потому что дальше хорошие корни. Видите? Хороший корень, потом тяж и дальше опять хороший корень. Так что не нужно отрезать все плохие корни. Нужно просто убрать сухие чешуйки. Они аккуратно и легко снимаются. Так, все убрали. Для этой орхидеи я возьму горшок побольше. Вот какой был и какой я возьму. Здесь орхидейка отлично помещается. Ее необходимо углубить в посадку. На дно горшка я насыплю крупные куски коры. Чтобы корни у орхидеи имели возможность просыхать. Далее кокосовое волокно. Теперь присаживаем нашу орхидею. Прокручиваем, чтобы корни хорошо расположились по краю горшка. Мох, который располагался на поверхности горшочка, я отодвину к стеночкам горшка. И теперь нужно засыпать кору, которая была в посадке, для заселения ее же микрофлора. Периодически постукиваю по горшочку, чтобы кора проваливалась во все пустоты. Сейчас я засыпаю ее кору из ее старого горшочка. Далее я засыпаю новую кору. Также периодически постукиваю по горшочку, чтобы кора проваливалась во все пустые места.
И осталось уложить мох по всему верху горшка. Мох я заранее увлажняю. Вот что у меня получилось. Поливать орхидейку пока не нужно. Про полив я сниму вам отдельное видео. Корни проглядываются, что будет очень удобно для полива. Обычно я поливаю орхидею через сутки после пересадки. А на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии. Пока-пока, мои дорогие. До новых видео.